Привет, дорогие друзья! Приветствую вас в новом выпуске, мои подписчики, гости канала. Рад снова вас всех видеть. И сегодня мы поговорим на очень важную, острую, для кого-то болезненную тему – толерантность в медицинской среде, а именно взаимоотношения врача и пациента. А те, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. Так алгоритм YouTube продвигает видео, его сможет увидеть большая аудитория. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Друзья, моя аудитория совершенно разнообразна, многонациональна. Мы живем в разных странах. И, соответственно, в каждой стране есть свои особенности – культурные, политические, экономические, социальные, в том числе и в медицинской среде. У нас разный подход к пациентам, к методам лечения, к ведению и общению с пациентом. Поэтому есть определенные проблемы и тонкости. Я сегодня хочу раскрыть тему, которая волнует многих, но мало кто готов открыто об этом говорить, мало кто может поделиться своим видением и своими переживаниями на этот счет. Я очень часто сталкиваюсь с различными случаями, когда пациент не может полностью довериться врачу. Он не может поделиться всеми своими проблемами. Он не может раскрыться и передать свою боль, свои страдания, которые существенно сказываются на качестве его жизни и могут рано или поздно привести к неблагоприятному исходу. И когда пациент приходит с острой патологией и не говорит об этом, не может полностью довериться врачу, он уходит, и эта проблема перерастает в хронический формат и вплоть до неблагоприятного исхода. Часто приходится сталкиваться с различными страхами со стороны пациента, общественного осуждения. И по этой причине он боится довериться врачу. Бывают случаи, когда со стороны врача реакция неожиданная для пациента, и это подрывает доверие к врачу. Это очень важно, потому что наша задача, как врачей, как медицинского персонала, сделать все возможное, чтобы пациент жил долгую, а главное, качественную жизнь. И наша задача выявить проблему на ранних этапах, чтобы помочь пациенту с минимальными издержками. Часто такая ситуация характерна для, например, инфекционных проблем. Многие пациенты, которые узнали о своем ВИЧ-статусе, пациенты, имеющие такие заболевания, как гепатит С, гепатит Б, как я уже сказал, ВИЧ-инфекцию и многие другие инфекции, передающиеся половым путем, они ходят с этой проблемой и боятся обратиться к врачу для назначения лечения, для прохождения обследования, боятся осуждения со стороны общества или со стороны врача. И эта проблема есть, и мы должны о ней говорить и должны быть более открытыми, чтобы решать такие вопросы и предупреждать появление новых случаев, когда было какое-то недоверие или страх со стороны пациента или врача в отношении какого-либо состояния. Бывают иногда случаи, но благо они редки, в отношении онкологии. Даже пациенты с онкопатологией боятся признаться, боятся сказать либо близким своим, либо лечащему врачу, думая, что они встретят какое-то осуждение, недоверие или страх даже, что это заболевание передается, что они могут быть опасными для общества. И такие случаи, к сожалению, в 21 веке тоже нередки, хотя мы знаем, и мы об этом говорим, что онкопатология не передается ни через рукопожатие, ни при объятии, ни при каких других контактах. То есть это патология, которая абсолютно не заразна, но, увы, есть определенные предубеждения, которые мешают в полной мере наладить взаимодействие между
представителям системы здравоохранения и пациентам. Ну а чаще всего, скорее всего, сталкиваются с данной проблемой это врачи-урологи, гинекологи, потому что это все-таки интимная проблема, и не каждый пациент готов довериться врачу, рассказать о своей проблеме. И зачастую данные пациенты ходят, страдают, какими-то подручными методами пытаются себе помочь. Их патология перерастает в хроническую форму течения и часто заканчивается либо оперативным лечением, когда уже орган невозможно сохранить, либо еще хуже летальным исходом. Поэтому, дорогие друзья, я вас очень призываю быть максимально толерантными, проявлять терпение, уважение друг к другу, независимо от состояния, независимо от заболеваний. Мы никто не застрахованы, и никто не может дать стопроцентной гарантии, что на месте пациента не окажется каждый из нас. И мы не будем испытывать те же проблемы, те же страдания, ту же боль, какую испытывает тот или иной пациент, который не может найти доверие со стороны врача или доверие в обществе, и он боится раскрыться, и он ходит с этой проблемой вплоть до гибели. Поэтому я каждого из вас призываю ни в коем случае никогда не осуждать никого, никаких людей, независимо от пола, возраста, расы, национальности, религиозных, политических убеждений, сексуальной ориентации, цвета кожи и так далее. Потому что любая боль, любое страдание – это, наверное, одно из самых страшных, что может быть на Земле, состояний, когда человек вынужден быть один на один со своей проблемой, и он не может найти помощь, защиту и решение этой проблемы. И, дорогие друзья, уважаемые подписчики, будущие мои зрители, я вам могу открыто и уверенно заявить, что каждый из вас, имея ту или иную проблему, ту или иную боль или страдание, может обратиться ко мне, в том числе. Вы видите в описании мои социальные сети, электронную почту. Если вас что-то беспокоит, независимо от пола, возраста, национальности и других параметров, вы можете написать мне, поделиться своей проблемой, и чем смогу, я готов помочь. И с моей стороны вы никогда не встретите осуждения, презрения или каких-либо некорректных фраз или высказываний, которые могли бы причинить вам боль или усугубить ваши страдания. Это нормально, это современно. И в 21 веке, чтобы выжить на этой земле, мы должны поддерживать друг друга, помогать друг другу, независимо ни от каких параметров, показателей или взглядов. Ведь мы все люди, и общество на планете должно помогать друг другу. И любая жестокость должна пресекаться, подавляться и быть искорененной на этой планете. Только в доброте, в мире, в согласии и во взаимоподдержке мы выживем и добьемся новых успехов. Друзья, я вам желаю здоровья, любви и долгих лет жизни, качественных лет жизни, чтобы ни одно заболевание, ни одна проблема не коснулась вас и ваших близких. Берегите себя, но помните, профилактика превыше всего. Будьте здоровы, а главное толерантны. Будьте терпимы к своим близким, к своему окружению.